Заходите. Здравствуйте. Давайте на ваш талончик, пожалуйста. Так. То есть у вас ничего не заполнено пока. Хорошо. Я так понимаю, вы у доктора давно уже были, да? Угу. Хорошо. Смотрите, мы тогда сейчас с вами заполним ваши данные, внесем их. Так, получается, оформим вам медицинскую карточку, чтобы она за вами числилась. И потом произведем общий осмотр. Угу. Ну хорошо, смотрите, я пройду вам общий осмотр, а далее, да, уже выпишу направление к другим врачам. Просто мне сразу нужно знать, какие у вас есть осложнения, нету. Так, вы вроде выглядите здоровым, но поэтому самые основные моменты мы с вами проверим, а потом уже, да. Ну, нет, к ним вы уже сегодня не попадете. Скорее всего, вам придется подождать несколько месяцев. И если у вас нету никаких, соответственно, симптомов, с которых вам нужно быстрее будет попасть, вот, потому что талончики обычно на месяц, на 2 вперед уже все заняты. Ну да. К сожалению, да. Вот. Ну, в любом случае, ничего страшного. Да. Конечно. Давайте с вами тогда уточним ваши все данные. Так. Ваша фамилия? Угу. Имя, отчество? Угу. Так. Дата вашего рождения? Серьезно? Ничего себе, вы выглядите очень молодо. Я бы и никогда не сказала, что вам столько. Так, пол у нас. Скажите, пожалуйста, ваш адрес по месту жительства. Так. Угу. Какой еще раз корпус? Угу. Квартира. Хорошо. Ваш контактный телефон? Да, тот, по которому мы сможем с вами связаться. То есть, если вдруг как раз-таки место по талончикам раньше освободится, по результатам анализов и прочего. Угу. Так. Угу. Так, у нас сегодня получается так. Угу. Так.
Вы работаете, учитесь? Угу. Так. 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 Так, все. Здесь талончик мы оформили с вами. Тоже потом склеим. И все. Так, у нас получается осмотр общий. Год, месяц. Так, сколько сейчас времени? Ага, спасибо. Спасибо. Так, значит, скажите мне, пожалуйста, у вас есть какие-либо вообще жалобы на самочувствие, состояние свое, то есть А вы вообще как бы много отдыхаете или наоборот? На природе часто бываете? Так. Еще раз повторюсь, последний раз в поликлинике вы были, ну, так, приблизительно. А причина тот раз была? Скажите, пожалуйста, у ваших родственников есть какие-либо заболевания, да, которые могут передаваться или вообще просто какие-либо? То есть на чем нам тоже делать как бы акцент, чтобы проверять вас? Хорошо. Какие-либо травмы у вас были, переломы? Так, операция. Переливалась ли вам когда-либо кровь? Так, какие-то, может быть, аллергические реакции, которых вы знаете? То есть что-то было, но не знаете, да? Хорошо, мы тогда обязательно к аллергологу тоже выпишем талончик. Так, общее ваше состояние, как вы оцениваете? Удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое, крайне тяжелое, отличное, хорошее? Так. Другие пункты мы с вами тогда уже сейчас по факту будем смотреть. Так. Не бойтесь, ничего страшного я с вами делать не буду. Всего лишь общая проверка всего. Так. Начнем, наверное, с вашего сердечка. Смотрите. Сейчас вы делаете глубокий вдох. И потом, когда я вам говорю, вы делаете выдох. Хорошо? Да.
пожалуйста, не знаю, как вам будет удобнее снять, вверх или просто хотя бы поднять его. Вы не стесняетесь меня. Поверьте, стесняться не нужно. Да, да, конечно. Садитесь тогда обратно. Удобно? Хорошо, давайте послушаем ваше сердечко. Так. Давайте. Вдох. Выдох. Так, поближе подойду, если вы не против. Вдох. Выдох. Так, теперь здесь. Вдох. Выдох. Так. Вдох. Выдох. Так, вдох, выдох, так, что? Так, сердце. Так, сейчас мы с вами также померяем ваш пульс. Так. Не бойтесь. Мерить пульс не страшно. Давайте сюда вашу ручку. Давайте, как вам удобно. Вот так вот. Вот так. Так. Да, сейчас померяем.
Так. Мгм. Я засниму его. Так. А вы говорили страшно. Ну, не страшно же. Вот видите. Так, ну что, пульс у вас тоже все в порядке, все как нужно. Так что можете хоть в космос летать. Вот. Скажите, у вас бывают часто головные боли? Угу. А бессонница, раздражительность? Угу. Так. Ну что, давайте посмотрим, наверное, ваши кожные покровы. Да, мы сейчас посмотрим вашу головку, ваши ручки, личико. Посмотрим, как и что. Вообще, когда-либо были у вас проблемки с кожей? Может быть, какие-то высыпания? Угу. Угу. Хорошо, хорошо. Так. Смотрите, я к вам сейчас поближе подойду. Можно? Угу. Так, начнем с головки. Есть какие-либо проблемы с волосиками? Выпадение, перхоть? Угу. Так, тут все хорошо. Так. Так. Ну, тут тоже вроде бы у вас все хорошо с кожей. Так. Угу. Дайте мне, пожалуйста, вашу ручку. Угу. Так. Ну, вроде бы никаких высыпаний. Дайте вторую, пожалуйста. Угу. Угу. Да. С ручками у вас все хорошо. Так. Сейчас мы сразу запишем с вами. Угу. Так. Смотрите, вам сейчас нужно будет немножко похмуриться. Да. Нахмурьте бровки так. Угу. Теперь втяните щечки. Угу. А надуйте щечки. Угу. Угу. Смотрите.
я сейчас буду вам пытаться приоткрыть глазки, а вы должны наоборот их зажмурить и не давать приоткрыть их. Хорошо? Угу. Так. Я легонечко, не бойтесь. Угу. Так. Хорошо. Давайте посмотрим вашу реакцию дальше на глазки, раз мы с ними начали. Смотрите, я сейчас буду фонариком просвечивать ваше нижнее веко и верхнее веко. На зрачок светить я не буду, не бойтесь. Буду немножечко приподнимать и рассматривать. Хорошо? Да, чтобы просмотреть ваше глазное яблоко. Так. Вот этот глазик. Угу. Угу. Так, низ. Вот так. Да. Угу. Второй глазик. Вот так. И так. Хорошо. Глазки. Так. Скажите, пожалуйста, вы знаете, какое у вас зрение? Плюс, минус, единичка. Угу. Хорошо, ну тут у меня получается будете у врача, там вам точно определят. Угу, да, да. Так, в целом у вас глазки чистые, все замечательно с ними. Вот. Угу. Сейчас мы проверим вашу реакцию. Да. Сейчас вы должны будете следить за моей рукой. Хорошо? Хорошо. Угу. Теперь вам нужно, чтобы ваша головка не двигалась, только глазки следят за пальчиком. Хорошо. Замечательно. Все замечательно. А сейчас мы проверим. Так. Давайте проверим, наверное, ваш нюх, обоняние. Угу. Какие бы либо жалобы на это у вас были? Хорошо. Смотрите. Сейчас я вам дам несколько ароматов. При этом вам нужно будет закрыть сначала
одну ноздрю, потом другую. И сказать мне, что за запах, аромат вы почувствовали. Хорошо? Так, закрываем, нюхаем. Угу. Другую. Угу. Правильно, это апельсинчик. Так, давайте следующий. Закрываем. Угу. И второй. Угу. Да, это ванилька. Так. Угу. А этот? Да. И другой. Угу. Это хвоя. Давайте последний аромат. Понюхайте его. Да, это шоколад. Так, ну что, с носиком у нас все хорошо. Так, угу. Так, смотрите, я сейчас опять фонариком буду смотреть ваш носик. Не бойтесь, не бойтесь. Головку чуть-чуть поднимите. Да, конечно. Так, давайте смотреть на ваш носик. Так. Так. Угу. Это. Угу. С носиком тоже. Вроде бы все хорошо. Так. Сейчас мы посмотрим ваш ротик. Вам нужно будет сказать «а» и высунуть язычок. Угу. Я ложечкой посмотрю сейчас. Посмотрим, как выглядит ваш язычок, небо и прочее. А. Так. Так, язычок посильнее высуньте, пожалуйста. Угу. Угу. Хорошо. Скажите, у вас часто болит горлышко, кашель? Часто бывает такое? А насморк? А вообще про болезни, простуды часто болеете в год? Ну так, приблизительно. И подолгу ли? Или... Так, хорошо. Нам остались посмотреть ваши ушки и проверить ваш слух. Сейчас я их сначала посмотрю фонариком. Вот.
второе ушко. Так. И второе ушко у нас тоже хорошее. Хорошее ушко. Да. Так. Ушки хорошие. Смотрите, сейчас я буду вам шептать с одного ушка на другое разные слова. Вам нужно будет сказать, что я вам прошептала. Говорить я буду очень тихим шепотом. Вот, поэтому сейчас проверим ваш слух. Огурчик. Да. Газировка. Расческа. Халат. Стакан. Черничка. Еще раз, секунду. Черничка. Клубничка. Чулочек. Да. Так. Слух. Так, так. И так. Текс. Смотрите. В принципе, предварительный ваш осмотр. Все показатели у вас довольно хорошие. Но, конечно, пройти дополнительно и провериться до конца, так как на полных обследованиях с каждым врачом можно будет точно выявить, ничего ли у вас нету. Вот. Я очень надеюсь, что ничего нету, что у вас все хорошо. Я выпишу вам сейчас, получается, на анализы направления. Кровь, все дела. А что делать? Что делать? Она обязательно. Так. Также вам нужно будет пройти флюорографию. И я тогда выписываю вам направление к другим врачам. К неврологу, лору, стоматологу, окулисту и тому подобного. Да. К ним всем выпишу. Смотрите, повторюсь, скорее всего, попасть вы к ним сможете не очень скоро. Заранее о точной дате вы сможете получить уведомление СМС. Да. Заранее вас предупредят по СМС-ке, когда что точно. Там я постараюсь сделать так, чтобы у вас вышло буквально в несколько дней. Вы прошли их всех. Да. Желательно перед тем, как будете их проходить, зайдите ко мне. Я как раз получу ваши анализы, флюорографию и прочее. И там смогу вам сказать. Да. Ну,
У нас все врачи хорошие, хотя некоторые немножечко, скажем так, к некоторым без конфет лучше не ходить. Ну, не бойтесь, не бойтесь. Все равно они все хорошие. У нас все специалисты знают свою работу, так что проверят все вас полностью. И вы будете полностью знать, что и как. Да. 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 Угу. Так, смотрите, вы сейчас тогда, получается, берете вашу карточку, да, отдаете ее в регистратуре. Угу. Там поставят вам печати, до конца всегда оформят. Вот. Да, и выдадут вам направление на анализы. Угу. Ну, анализы, чем быстрее сдадите, тем лучше, чтобы потом вам о них не забыть. Потому что без них будет очень сложно проверки сделать все. Угу. Вот, так что я вас жду. Ну да, как-то так. В любом случае заходите, не бойтесь. Если вдруг у вас возникнет какое-то непонимание с другими врачами, не стесняйтесь, заходите ко мне. Да, мы все с вами уладим, все сделаем как нужно. Конечно. Вот. А пока советую вам чуть-чуть отдыхать побольше, потому что все-таки вроде бы у вас все хорошо, но чувствуется, что вы много работаете, трудитесь. Да, поэтому отдыхайте побольше. Угу. Тогда ожидайте информацию, когда у вас будет прием к врачам, и до и после этого я вас также буду ожидать. Да, мы там уже с вами сделаем заключительное подведение итогов. Угу. Ну, посмотрим. Так, все. Держите, пожалуйста, свою карту. Да. Выходите направо по лесенке, как и поднимались. Там спускаетесь в регистратуру, да, отдаете все документы. Угу. Угу. Хорошо. Всего доброго. Еще увидимся.